Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас 24 июля, среда. На улице наконец-таки у нас по-настоящему летний, я сказал, даже бы не теплый, а жаркий день. Видите, как здорово. А то июль месяц весь какой-то холодный, дождливый. Не знаю, надолго ли это тепло пришло. Ну ладно, дело не в погоде. Наконец-то настал сегодня долгожданный день, когда я еду забирать свою очередную покупку. А еду я за новым великом. Да-да-да. Новый велосипед. Ждал я его порядка 10 дней. Вот. Ребята мне, наши ребята димитроградские, которые здесь занимаются велосипедами, торгуют, привезли аж с самой Москвы, заказывали такой модели, потому что нигде нету, которую я заказал для себя. Ни здесь, ни в ближайших городах и регионах. Вот пришлось вытаскивать из Москвы. Что за велик, что за модель, это я вам попозже подробно все покажу. Кому-то понравится, кому-то нет. Но более-менее такой аппарат начального уровня. Сразу скажу, производитель Stealth. До этого у меня был более, так сказать, простой и игрушечный вариант. Сейчас вот решил взять что-то посерьезнее. Ну все, скоро подъеду на базу, где этот велосипед меня ждет. Далее посмотрим, какого цвета, какого качества. Ну вот я и на месте. Приехал. Вот мой велик стоит в коробочке. Навигатор 930D, антрацитовый черный лайм. 29 колесики, рама 20,5, шимановский обвес. Сделано в России. Как бы вариант неплохой, модель такая 930D, она 19 года, свеженькая. Дисковая гидравлика здесь стоит, тормоза. Ну, сейчас посмотрим. Всем привет! Магазин Мотовелмир. Какой адрес у вас? Город Димитроград, улица Черемшанская, 12. Запомнили? За велосипедами все сюда ехать. Всем. Огонь. Чуть не пойму, он серый или все-таки черный пришел? Сероват. Серебристый, я же тебе говорил, который... Ты наоборот говорил черный, серебристого нет, будет черный. Да, да, да. Но вот он... написано черный. Черный лаймовый. Вот он такой черный у них. Не, он такой сероватенький чуть-чуть. Все, то, что и нужно было. Чуть-чуть сероватый, а который это светлый, он серебристый вообще. Серебровый. Сделано в России? В Подмосковье собирают. Запчасти-то в любом случае китайские. В любом случае оттуда. Вот так вот. Все китайское. Распаковка. Ну не знаю, вот на всем сайте, это считай, самая последняя вот эта модель стоит, она. И там еще и последняя модель с такими толстыми колесами, как он называется? Этот, фэтбайки? Да, и все, и больше устался, там нет ни хрена ничего. Из горных, я имею в виду, когда забиваешь горные. Есть они, но они как бы прошлогодних выпусков. Всякие адреналины такие, они есть и подороже.
Но у них сейчас что-то перестали выпускать, может, спросом не пользуются. Спросом, да, люди экономят. Да, по-любому. У них тоже. Кстати, ценник всех, наверное, будет сейчас интересовать, сколько стоит эта игрушка. Эта игрушка стоит на официальном сайте, рекомендованная цена стоит 28 косарей. Ну, естественно, продавцы магазина торгуют по регионам кто во что гораздо. В данном случае этот велосипед обошелся мне за 25 тысяч рублей. То есть я торговался с ребятами, 26 они просили, 25 мне его отдали. Так что вот. Все для вас. Все для вас. Любой каприз, все решаемо. У него какие-нибудь ключи там есть регулировочные в комплекте? В комплекте вообще ничего нет. Ничего нет, вот он голый это пришел. У взрослых велосипедов только насос засовывают и все. Ну, у взрослых таких. Ага. Либо 24 таких подростковых взрослых. Только насос. Раньше, да, были в комплекте. Лет 20, может, назад. Так отдельно вот можно купить. Такой ключ, и все есть. Все шестигранники. У вас тоже продаются, да? Все запчасти. Цена вопроса? Есть. Да это стоит где-то 450, в зависимости от качества. Ну ясно. То есть недорого, доступно, удобно возить. Сумочки также дополнительно. Все это наездное оборудование. Ну аксессуары полно у вас, да, различных? Все есть. Даже если что-то нет, можно привезти. В течение недели без проблем. Педали, кстати, пластиковые, да, идут или нет? Да, здесь пластиковые. Но они хорошие. С шипами? Ладно, покатаемся сезон. Об асфальт даже подключать. Не, вот раньше тоже стелсовские приходили, хорошие. Прям об асфальт били их, пробовали. Да? Не ломается, ничего не лопается. Офигеть. Невероятно. Невероятно. А, кстати, крыльев и подножки, да, нет в комплекте? Крылья комплектуют, хоть даже в комплекте нет, мы сами отдельно. Вот, видите, бонус будут крылья и подножка, да, или как? Нет, подножка не будет, это отдельно уже. Ага. Это получается, здесь уже все собрано, педали, вот это вот колесо, да? Это все собрано, это все от завода отрегулировано уже. А, ну вот, понятно. Это все уже. То есть тут и регулируют станок сам регулирует. Да. Станок отрегулировал. Они просто засунули в коробку. Тормоза, гидравлика здесь дисковая идет в этой модели. Есть еще такая же модель. Кто будет искать себе велосипед? Отличие идет в модификации. Вот навигатор 930D это дисковая гидравлика. А есть еще навигатор 930MD, да, по-моему, Рамиль? Да. Это уже будет дисковая механика. Так что, чтобы люди не ошибались, и ценник там тоже где-то лавируется 1500, наверное, разница между ними. Так, 1500 рублей бывает. Есть 650, тоже хороший. Тоже с гидравлическими тормозами. Но он чуть подешевле, но у него колеса поменьше. Жарко сегодня. Я уже сказал людям, пока вот ехал сюда. Сегодня прям не то что тепло, а жарко. Хороший июльский день, наконец-таки. Наверное, за весь июль, 24 число. И прям распогодило. Руль алюминий идет? Или сталь? Алюминий. Ну, я характеристики читал, вроде алюминий, там и рама, и руль. Ну, он тяжелый был. То есть все тут уже висит, и на руле переключал. Все висит, как просто бы это. Прикрепить все надо на место. Ну да, да. Кросики, видите, он уже не снаружи идут, а внутри рамы. Таких велосипедов, да, идут внутри уже. А, кстати, господа, подножка-то вот она. Ух ты! Конечно, она не айс, но хотя бы что-то как-то можно будет вдруг его упереть, если ветром не сдует. Стараются подешевле делать. Народ тоже. Так-то катают у нас в городе велосипед. Я вот чинил и по 150 тысяч, и по 200 тысяч велосипеда пригоняли, чинил. Бомба, конечно, но столько денег отдавать я не знаю. Я бы сам даже не отдал. Не, я считаю, вот
как бы оптимальный вариант до 30. Да. Я так считаю. А дальше там уже это... Можно до полтинника еще взять. Ну, может до полтинника дотянуть все, а дальше там уже, мне кажется, по 200 тысяч покупать. Не знаю. Что там от него ожидать за 200 косарей? Непонятно. Повесим, пусть повисит. А, ты на стенд повесишь? Гидравлические тормоза, обслуживание у них. То есть его нельзя переворачивать на долгое время. Он должен в таком положении находиться. Потому что здесь может пузырики образоваться. Угу. Ты сколько лет уже занимаешься этим ремеслом? Ну, у меня родители занимаются лет 25. Ну вот. Да, ну не знаю. С детства велосипед собираю, так что. То есть для тебя это уже все просто... Вместо лего. Вот такие вот у нас ребята. Вместо лего собирают велики. Да, красавчик, красавчик. Получается. Прям огонь. Ты мне говорил, скоро у вас здесь, вы здесь будете ремонтом, да, заниматься? Это когда у вас в планах? Не знаю, если в этом году получится все, может, То есть к вам сюда уже можно ездить смело на обслуживание, не на рынок, а сюда, да? Да, можно и сейчас сюда приехать. Без проблем. Заранее позвонить. Тут это специальная пленка от грязи, что ли, пока? Нет, это чтобы когда бьется, чтобы раму не вредить. Ну, краску. Можно сюда еще это дополнительно купить. У вас есть, да, все? Ну, не знаю, осталось, не осталось. Ну, в общем, вот такой велик у нас получился, красавчик. Все повесили, сиденье, колеса. Сейчас проверим. Что проверим? Переключение? Переключение? Вообще так с завода все отрегулировано. Угу. Регулировать сейчас не приходится. Вообще как надо. То есть первая звезда здесь, которая работает на маленькая. На первых трех звездочках. Ага. 3-4. Здесь побольше переключателей. На 4 можно здесь работать. Ну да. Переключаем. Каждое переключение. Переключает отлично. Здесь уже вторая пошла. На второй можно все переключать. Без разницы, да, большие, малые. Ага. Самое главное, чтобы не задевало вот, вот здесь. Ага. Все, последняя, видишь, не задевает ничего. Ну да. На первую, если включить. Давай, включай. Ну, тоже здесь нормально сделано. Ну а на первую тоже там. Здесь видишь, то есть цепь, она идет наискос. Ну я вижу, то да, конечно. Будет все равно трение здесь. Поэтому желательно. Долго так не педалировать. Да. Ясно. Смотри, обратно. То есть вот от завода все отрегулировано, ничего регулировать не надо. Ну все, я вижу. Все отлично работает. Офигеть, какая четкость. И третья здесь. Вот вторая. Шестая, средняя передача. Сейчас мы затестим. Колесики подкачаем так. Сейчас нас вот только видно. Не знаю, мне нравится. Привет. Он не слышит меня в наушниках. Музыка орет. Прокатился? Ага. Велик, короче, классный. Рекомендую всем. 930-я дисковая гидравлика. Это вообще что-то. Ветер тебе сегодня не помешал? А? Ветерочек есть немножко такой. Не, нормально, наоборот. И солнца нет, 19 градусов на улице. Прям самая такая погода велосипедная. Классный велик. Не, классно. Красивый цвет.
Цвет как называется? Графит? Ну там на коробке написано, не помню, что-то серый, черный, лайм какой-то. Угу. Не помню. Слово какое-то там впереди такое хитрое стоит. Покупайте стелсы 930. Все, пока. Пока.